Всем привет! Давайте разберем, как исправить проблему, когда корзина на диске F повреждена и сообщение, что вы хотите очистить корзину на этом диске. Значит, корзина на диске F повреждена может быть на любом локальном диске, как C, D, B, F, E, W, на каком угодно. Дело в том, что на каждом диске имеется файл recycle.bin, который отвечает за удаление, то есть в нем хранится информация удаленных файлов, чтобы в случае чего можно было восстановить из корзины файлы. То есть данная ошибка появляется при очистке корзины, восстановлении из корзины и чего угодно. Тайминг-коды со способами в описании под видео, ссылка на текстовую инструкцию также под видео. Погнали разбирать способы. В первую очередь восстановим файл recycle.bin, как ресурсы корзины, в общем. Для этого пишем в поиске на панели задач командная строка, нажимаем по лучших соответствий правой кнопкой мыши и запуск от имени администратора. В командную строку задаем следующую команду, которая поможет очистить, спасти корзину и устранить ошибку. То есть пишем rd пробел c. В общем, вводим, нажимаем Enter. Далее смотрим, устранена ли проблема с корзиной. Если проблема не устранена, то нужно проверить Windows 10 и Windows 11 на вредоносное ПО. Для этого я вам рекомендую отличные два сканера, потому что я их сам использую, и я использовал разные сканеры. Ну, еще можно Доктор Веб, конечно, сканер антивирусный, тоже очень отличный, но вот этих двух достаточно. Значит, ADV Cleaner ищет вредоносное ПО очень хорошо и удаляет, скачивается он бесплатен, проверяете систему и удаляете все, что найдете. И Hitman Pro тоже облачный антивирусный сканер, который также отлично находит угрозы. Проверили систему, перезагрузили, смотрим, устранена ли проблема. Если вирусов не было, перезагружать не нужно. Восстановим целостность системы и битые сектора на диске, так как если битый сектор попал на recycle.bin файл, то он может быть поврежденным. То есть восстановим поврежденные системные файлы. Пишем в командная строка, также запуск от имени администратора, то есть запускаем командную строку с повышенными правами. Пишем следующие 5 команд по порядку, нажимая Enter после каждой и дожидаясь окончания процесса каждой команды. То есть пишем svc пробел /no, нажимаем Enter, ждем там минут 7, я нажимать не буду, чтобы не ждать. Далее пишем dism online cleanup image check healed, dism scan healed, dism restore healed. Следующую команду пишем, проверяем на битые сектора CH, DSK, и указываем диск, где повреждена корзина. То есть это может быть другой локальный диск при ошибке. К примеру, F меняем на F, на A, на W, на E, что угодно. Если на C, значит на C. Значит, пишем, нажимаем Enter, и здесь, смотрите, вот я нажму Enter, если это будет системный диск C или какой-то либо другой, здесь будет невозможно выполнить команду. Вы нажимаете, просит при следующей перезагрузке, вы нажимаете Y, пишите и нажимаете Enter. Далее перезагружаете компьютер после того, как нажали Y и Enter, и ждете окончания процесса. То есть компьютер перезагрузится, и сразу будет при включении ПК начата проверка битых секторов на диске. Ждете, пока он не загрузится на рабочий стол, что будет означать окончание процесса. Процесс этот может затянуться в зависимости от размера диска и фактора SSD или HDD. В любом случае стоит подождать. Вручную удалить recycled bin файл, чтобы он пересоздался заново. Для этого нам надо включить отображение скрытых папок, то есть, давайте нажимаем Windows R, значит, и пишем control.exe folder папка, нажимаем ОК, и нам надо включить два пункта. Так, я неправильно написал, S folders, нажимаем ОК. Далее переходим во вкладку вид, и здесь надо
показывать скрытые файлы и папки, установить и далее снять галочку «Скрывать защищенные системные файлы». Нажимаем «Применить». Окно можете это не закрывать. Далее переходим на локальный диск, где выдается сообщение об ошибке, что корзина повреждена, например, вот Hyper-V. И мы видим ресурс bin, корзина. Да? Значит, вот это удаленные файлы, которые я удалял с данного диска. Значит, берете и удаляете данный файл. После чего, смотрите, после чего вы удалили с этого диска, вот, например, корзина повреждена на диске D, удалили этот файл. Если файл не... Ну, давайте удалю уже. Удалился. Если файл не удаляется, к примеру, может быть на диске C, да, на C, вы загрузите в безопасном режиме и удалите данный файл. На сайте прочтете, как загрузиться в безопасный режим, те, кто не знает. После этого нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете персонализация, темы. Так, темы. И здесь должны параметры значков рабочего стола. Выбираете корзина, нажимаете применить, окей, если корзины нету, и смотрите, устранена ли проблема. Советую перезагрузить после этого компьютер. Далее не забываем, что нужно снять, вот когда удалили, не забываем, что нужно восстановить все так. Установить все по умолчанию, установить галочку «Скрывать защищенные» и не показывать данные этой файлы. Если ошибки не было, что корзина на диске повреждена пару дней назад, то можно откатить систему назад в рабочее состояние при помощи точки восстановления. Для этого нажимаем Windows R, чтобы вызвать окно «Выполнить». Далее пишем rstrui.exe, нажимаем ОК. Точки восстановления, они по умолчанию включены, если вы их не отключали. Здесь выбираем «Показать другие точки восстановления», выбираем ближайшую дату, тогда, когда ошибки еще не было, нажимаем «Далее», следуем инструкции на экране, после чего система откатится там вот к 13 числу, сегодня 16, к 13 числу, это 2000... Так, это не надо. Точка восстановления 2004 год. Вот к 13 числу 5 месяца откатится до 9 вечера и будет система работать без ошибки. Таким вот методом можно было исправить тогда, когда корзина на диске повреждена. Подписывайтесь на канал, вступайте в телеграм-чат, группу, канал. Всем пока.